Бюргеншток. Остров над облаками. Представьте себе место, где время решило остановиться, чтобы выпить бокал шампанского. Место, которое называют островом в небесах. Это не декорация к новому фильму о Джеймсе Бонде, хотя он здесь бывал. Это Бюргеншток. Юля, вы что, меня бросили? Да, мы ж первые, мы ж молодые. Ну, такой вид на озеро Луцерн. А вон сам Луцерн. Здесь, на узком горном хребте, в сердце Швейцарии, роскошь – это не просто пятизвездочные отели. Это история амбиций, которые казались безумными в 19 веке и остаются невероятными в 21. От венчания Одри Хепберн до саммитов, решающих судьбы мира, Бюргеншток видел все. Сегодня мы пройдем по тропе атлантов, заглянем в зеркальные окна современности и узнаем, как скала посреди озера стала главным подиумом мировой элиты. Все начиналось с дерзости. В 1871 году два предпринимателя, Франц Иозеф Бухер и Иозеф Дюрер, купили этот заброшенный кусок скалы. Местные крутили пальцем у виска. Кто пойдет на эту верхотуру? Но Бухер и Дюрер были не просто бизнесменами. Они были визионерами. В 1873 году открывается Гранд-Готель. Но как затащить туда избалованную публику? В 1888 году они запускают первый в Швейцарии электрический фуникулер. Представьте ужас и восторг дам в пышных платьях, когда этот механизм скрежетал, поднимая их под углом 58 градусов. Это был технологический прорыв, превративший Бюргеншток из дикого леса в элитный хаб. Если в 19 веке дал Бюргеншток и фундамент, то 20 век подарил ему душу и ослепительный блеск. После Второй мировой войны курорт выкупил принц Фрей. Он понял, людям нужна сказка. Бюргеншток стал швейцарским Голливудом. Здесь не просто отдыхали, здесь жили легенды. Сентябрь 1954 года. Одри Хепберн, икона стиля, выходит замуж за Мэла Феррера. Маленькая белая часовня на склоне. Она хотела приватности, и Бюргеншток дал ей это. Никаких папарацци, только горы и тишина. А через дорогу Софи Лорен и Карла Понти настолько влюбились в это место, что прожили здесь несколько лет. Говорят, Софи обожала местную пасту, приготовленную швейцарскими поварами, хотя всегда спорила с ним о рецепте. В 1964 году здесь снимали сцены Горфенгера. Шон Кеннери играл в гольф на местном поле, пока съемочная группа готовила кадры преследования. Бюргеншток стал синонимом мужественности и роскоши. Барбершоп. Опять возврат, и тут прохладненько. Да, Джулия, ты опять будешь одеваться? Нет, пошлите на лифт. Пошли. Или на начало, или на конец. Давайте сделаем паузу и взглянем в бездну. Лифт Хаммерсвальд. Высота подъема 152 метра. Время в пути меньше минуты. Когда вы заходите в эту стеклянную кабину,
Сердце уходит в пятки. Это инженерное безумие было построено в 1905 году и модернизировано, чтобы вы чувствовали себя птицей. Говорят, в ветреную погоду верхушка лифта слегка раскачивается. Но не волнуйтесь, швейцарская инженерия надежнее, чем банковский сейф. Вид, открывающийся с вершины на Люцерн, стоит каждой капли адреналина. Люди, которые видят куртку и голые коленки. Ветрено. Еще видеть человека, который сидит. К концу 20 века блеск начал тускнеть. Старые отели требовали не просто ремонта, а новой души. Курорт закрылся на долгих 9 лет. Многие думали, это конец легенды. Но в 2000-х годах пришел новый игрок – суверенный фонд Катара. Они инвестировали в гору безумные 550 миллионов швейцарских франков. Это была не реставрация, это было перерождение. Архитекторы столкнулись с невероятной задачей, как вписать современные стеклянные кубы в ландшафт, не разрушив исторический облик. Результат – Бурденшток Рекордс Лакенби, здание, которое кажется продолжением скалы. При его строительстве использовали местный камень, а систему охлаждения и отопления запитали водой из Люцерновского озера. Экологично? Да. Дорого? Невероятно. Бурденшток всегда был больше, чем просто отель. Это нейтральная территория с нейтральной стране. В июне 2024 года весь мир следил за новостями отсюда. Глобальный саммит мира по Украине собрал здесь лидеров десятков государств. Почему Бурденшток? Потому что здесь легче договориться. Когда ты смотришь на вечные горы, сиюминутные амбиции кажутся мельче. Изолированность горы обеспечивает идеальную безопасность. Сюда ведет всего одна дорога, а небо легко закрыть для полетов. Здесь, в коридорах, где когда-то Ондре Хорберн выбирала десерт, теперь решаются вопросы мировой безопасности. Бурденшток стал Давосом на стероидах, только с гораздо более лучшим видом. Давайте пройдемся по фактам, которые делают это место уникальным. Бассейн Инстаграм. Знаменитый открытый бассейн в Альпин-Спа. Температура воды всегда 35 градусов. Вы плаваете в парящем пару, а под вами 500 метров пустоты и гладь озера. Музей под открытым небом. Здесь можно найти оригинальную мебель 19 века и современные арт-объекты стоимостью миллионы долларов. Логистика. Добраться сюда – это отдельный аттракцион. Сначала вы плывете на футуристическом катамаране из Люцерна, а затем пересаживаетесь на тот самый, но обновленный фуникулер, который везет вас прямо в лобби отеля. Звездный Мишлен на территории курорта 7 ресторанов. Здесь можно попробовать все, от высокой французской кухни до аутентичного ливанского мезе. В чем секрет Бурденштока? Почему люди продолжают возвращаться на эту скалу уже 1,5 столетия? Может быть, дело в том, что здесь легко почувствовать себя частью чего-то вечного. Горы не меняются, озеро все так же отражает небо, а мы лишь временные гости в этом зале ожидания рая. Бурденшток учит нас, что роскошь – это не золото и мрамор, это тишина, это возможность быть выше облаков, когда внизу бушует шторм. Это наследие прошлого, которое не боится будущего. Если вам когда-нибудь захочется сбежать от мира, помните,
Есть гора, которая ждет вас уже 150 лет. Бюргеншток – место, где небо встречается с землей, а история с вами.